Привет, зритель! В этом видео я расскажу тебе историю группы Stray Kids. Это новая рубрика на канале, в которой я буду рассказывать про кей-поп группы. Так, с чего бы начать? Начну, наверное, с себя, да? Так будет нормально? Ладно, погнали. Хотя я тут при чем? Тут же как бы Stray Kids, Чанбин, Минхо, Феликс там. Феликс крутой. Че-то я отвлекаюсь. Да, начну уже, наверное, видос. Каждая история начинается с чего-то или с кого-то. В нашем случае все началось с Банчана, с лидера группы Stray Kids, еще в далеком 2011 году. Но все по порядку. Банчан – лидер популярной южнокорейской группы Stray Kids, работающий в жанре кей-поп. Талантливый и креативный парень не перестает восхищать поклонников новыми песнями. Певец, автор стихов, композитор демонстрирует на сцене разные грани таланта, являются рэп-исполнителем и продюсером, но самое главное, что он является основой группы Stray Kids. Кристофер Бан, он же Банчан, родился 3 октября 1997 года в Сеуле в Южной Корее, в семье тренера по плаванию. Мальчик оказался старшим ребенком в семье. У Чана есть брат Лукас и сестра Ханна. С детства ребенок проявлял интерес к творчеству, был музыкальным, посещал школу искусств, где брал уроки балета и современного танца и учился играть на гитаре и пианино параллельно. Важной страницей в биографии исполнителя стал переезд с родителями в Сидней, который звезда кей-попа считает родным. Как-то так началась история группы Stray Kids. В 2010 году JYP объявляет о музыкальном прослушивании, которое вы только что видели, и Чан решает подать свой ролик в компанию. Лейбл одобряет заявку на прослушивание и предлагает приехать Банчану в Корею и быть стажером в апреле 2011 года. Тогда еще Банчан даже и не мог представить себе, какой путь ему придется пройти. Банчан приехал в Сеул, и на тот момент парню было всего лишь 13 лет. 저희 회사에서는 갓세븐, 데이식스 형들이랑 트와이스 누나들이 먼저 데뷔했었고요. Банчан познакомился с другими стажерами, которые в 2013 году успешно дебютировали в такие группы, как Day6, GOT7, и год спустя дебютировали и в Twice, а Банчан продолжал стажироваться. Годы летели, бесконечная стажировка в JYP. 반응은 짜여진 각본 제작자의 마냥 먹같은 소리를 뱉고 욕하는 소수의 언더 래퍼들 네 실력 보고 말해 언제적 차별을 하고 있냐 You stupid on the records 지켜 랩몬. Помните, когда заканчивается один этап жизни, то начинается другой. Хан Джисон. В 2015 году JYP снова объявляет о прослушивании на роль стажеров. И этот год стал для группы отправной точкой, так как в этом году стал стажером еще один мембер группы, а именно Хан Джисон, который изначально вообще не хотел идти на прослушивание, а просто хотел посмотреть на знаменитостей. Ведь какие шансы, что он пройдет? Хан родился в Корее, но в детстве уехал жить в Малайзии и учился, кстати, там же. Хан был скромным малым, но еще с детства он хотел быть знаменитым, писать песни и дарить свое творчество людям. Чувствуете, к чему идет? Срирача начинает собираться, как трансформер. Хан и Бан сразу же находят общий язык и даже живут в одном общежитии. Кстати, звучит неплохо. Хан и Бан. Ну а где же третий участник юнита? 오케이 스키즈 2주년이 됐지 난 그 안에서 이름이 됐기 2 더하기 됐지는 됐기 여기까지 오기까지 엘리베이터 타고 지하철 타고 여기까지 왔어요. Чанбин. В следующем году JYP снова назначает прослушивание, на которое приходит Чанбин. Чанбин на тот момент уже хорошо двигался на сцене, сочинял рэп и был довольно популярен в своей школе. Да, пока только в школе. Вот и появилась наша любимая Срирача.
Она не была известна, популярна, но зато очень старательна. Ребята бомбили треки как из пулемета, каждые 2 недели трек. Но отклика, к сожалению, не было. Порой даже хейтили за то, что они копируют чужой стиль. Но вспомните, что когда заканчивается один этап в жизни, то начинается другой. 조합해서 팀을 만들었었는데요. 스트레이키즈 때는 처음으로 정말 오랜 기간 준비가 철저히 잘 되어 있는 방찬이라는 리더가 있었기 때문에 그냥 방찬한테 그룹의 조합, 또 멤버, 선발 이런 것들 한번 다 일임해보면 어떨까 하는 생각을 해서 시도를 해봤는데 Еще через год случился День X. Президент компании JYP сказал, что наконец пришло время для создания группы Stray Kids. Но не обычным путем, как это привыкли делать лейблы, то есть собирать группы самостоятельно, готовить их к дебюту и так далее, а доверили эту роль Банчану. Он должен был собрать оставшихся ребят и полностью заняться расстановкой ролей для мемберов. Компания доверяла Банчану, ведь он 6 лет стажировался у них. Он уже стал как работник компании, который наставлял других стажеров перед дебютом, опекал, давал советы и оберегал их как австралийский оберег. 3 участников вы так знаете: Банчан, Хан Джесон и Чан Бин. Пора знакомиться с остальными 6 участниками, которых отобрал Банчан. Стоп, а вам не кажется, что собирается 9 друзей Оушена? Ну вы поняли, фильм такой есть. 9 друзей Кори Оушена. Серьезно. Первого участника для группы Банчан отобрал Ким Уджина за вокальные данные. Впоследствии Ким Уджин станет главным вокалистом группы. У него очень приятный и нежный тембр голоса, который так понравился Банчану. Ли Мин Хо, который в своем юном возрасте был хореографом, который ставил хорел для NCT, Super M, Seventeen и других топовых артистов, также был в подтанцах у BTS, снимался в их клипах в Air of Fire и ездил в тур по Японии. Он уже давно прослушивался в JYP, но компания ему ничего не сказала, и он дальше работал танцором. Ну, бывает. Минхо очень талантливый танцор, он выучил все 40 танцев в JYP за 2 недели, тем самым побил рекорд, который был на отметке 2 месяцев. Минхо стал танцевальным лидером в группе. Дальше Хван Хёнджин. Тут вообще странная история. Хёнджин не проходил прослушивание, а гулял по супермаркету. Ребят, гуляйте по супермаркетам, глядишь, повезет. В общем, в супермаркете его настиг агент JYP и сказал, что он очень красив, и дал визитку с номером телефона. Хёнджин не поверил, но озарение пришло после того, как он загуглил номер телефона компании в интернете, и он совпал с тем, что был на визитке. На тот момент Хёнджин вообще ничего не умел и в школе играл в футбол. Но Банчан его взял, потому что верил в него и считал, что с него выйдет хороший танцор и рэпер. Не прогадал.
변한다 백날 외쳐댔던 내가 왜 주변 상황 따라 수도 없이 변하고 있는 걸까. Дальше Феликс, который вообще не разговаривал на корейском языке и жил всю жизнь в Австралии. Он не вокалист, не рэпер, но очень любил корейскую музыку и жил с мечтой стать айдолом. В 2017 году Феликс стал стажером JYP. Его родители отпускают в Корею, поверив в сына. Ведь знаете что? Я считаю, что родители должны в первую очередь быть твоими друзьями, верить, поддерживать и помогать в исполнении мечты. Банчан сразу же взял под крыло своего соотечественника, ведь они оба из Австралии. Банчан относился к Феликсу строже, чем к остальным, ведь он боялся, что его могут попереть из-за знания корейского языка. Банчан взял его за уникальность голоса и потенциал в танцах. 네? 외국에서 왔어? 네, 저 호주에서 왔어요. 호주에서? 언제 왔어? 언제 왔어? 너 맞을래? 그건가? 저는 2개월에 왔어요. 아, 2개월 전에 왔어. 아직 한국말 서툴구나. 네네네. 아, 잘생겼다. 몇 살이니? 몇 살이야? How old are you? 호주 나이로 저는 17살이에요. 17살. 알겠습니다. 더 이상 말 붙이면 안 될 것 같아요. Следующий мембер Ким Сэн Мин, вернее будет сказать бейсболист Ким Сэн Мин, который мечтал стать бейсболистом, но из-за травмы карьера бейсболиста подошла к концу, поэтому сменил вектор и решил стать айдолом. Он мечтал попасть в JYP, но как и Хан не верил, что это возможно. Но все невозможное возможно. Сэнмина взяли стажером в JYP из-за красивого голоса и его тембра. Но Банчан взял Сэнмина в группу не из-за вокальных данных, а скорее из-за его ответственности. Сэнмин по характеру очень ответственный, всегда вежлив с людьми. Короче, человек приятный. 너무 멀리 와 있어 이제 이별 뒷면에 서 있는 우리 내게. Последний участник Ян Чонин, Макне, который провалил все прослушивания во всех компаниях, но как-то один раз позвонил сотрудник JYP, который сказал, чтобы Чонин подстригся и приходил снова. Дэмэт, что у него была за прическа? Может, она руинила все прослушивание? Непонятно. Но по итогу Чонин стал стажером JYP после хорошего барбера. Он не был силен в чем-то, зато у него был уникальный голос, который оценила компания и Банчан. Кстати, Чонин любит трот, и по большей части на нем специализировался Чонин. Я этого понять не могу и принять тоже. Я просто не очень большой любитель трота, вы знаете. Чонин — это самый молодой участник команды, Макне. У него не всегда все получалось, все его ругали, и он множество раз был на грани вылета, но Банчан старался изо всех сил сделать все возможное, чтобы Чонин превратился в отменного айдола. Занимался с ним по 2 раза в день, больше, чем с остальными, и помогал советами. Но трот, ребята, трот, ё-моё. Трот – музыкальный жанр, считается самой старой формой корейской поп-музыки. Сформировался в начале 1900-х годов в ходе колонизации Кореи и Японии. Популярность трота снизилась в период 1980 по 1990-х годов. В настоящее время жанр переживает возрождение. Спасибо, Чонин. Спасенец, все в сборе. 9 друзей Оушена собрались. Но это еще ни о чем не говорит, ведь дальше ребят ждут новые испытания. Шоу на выживание. Но перед тем, как начать новую арку сюжета, Банчан разработал название и логотип группы. Я считаю, это один из красивейших и стильных лого-групп, которые я вообще видел. Stray Kids в переводе на русский означает «бездомные дети», хотя компания сперва не сильно одобряла их название из-за того, что оно слишком длинное. Ведь все привыкли к коротким названиям: BTS, EXO, SF9, SHINee, iKON. Но успех придет только тогда, когда сломаются первичные рамки. Все меняется, и кей-поп тоже. 안녕하세요. 네, 우리 그런 거 어딨냐? 안녕하세요. 하지마. 아니야, 뒤돌아보지 말라 했어. 앞에 보면 돼. 오케이.
오케이. Да я шучу. Многие из нас смотрели шоу на выживание, но если вы не знаете, что это такое, то я поясню. Это такие шоу, где собираются трейни, они вместе готовят номера и выступают. В течение проекта какие-то стажеры выбывают, а другие опускаются или поднимаются в рейтинге по результатам голосования. В ходе шоу кого-то из участников могли выгнать. Это пугало группу и уже действующих фанатов больше всего. Но такое практикуют на многих лейблах. Не так давно дебютировали Baby Monster на YG, которые тоже проходили шоу на выживание. Это было в наше время. Но вернемся чуть назад, к Stray Kids. В реалити-шоу показывали их жизнь в общежитии, подготовку к дебюту. Напоминает чем-то «Фабрику звезд», правда? Я не буду вдаваться в подробности шоу, вы сами можете его посмотреть. Но могу сказать, что на нем были как и хорошие моменты, так и плохие. Минхо чуть не выгнали из команды на этом шоу за то, что он перепутал строчки на одном из выступлений и вместо своих прочитал строчки Чанбина. Было всякое, это тяжелый путь и индустрия. Нужно быть идеальным. Но ребята даже в шоу на выживании показывали человечность, они соперничали друг с другом. По итогу все же выгнали Минхо и Феликса в процессе. Я хотел бы, чтобы вы полностью посмотрели весь момент с вылетом участников, насколько ребята были сплоченны и какая же все-таки это суровая индустрия. Минхо. Минхо. Я видел, что Минхо старается изо всех сил и готовится. Но, наверное, твой период подготовки был короче, чем у остальных. Да. Я думаю, что твой период подготовки был слишком короткий. Так что не сильно расстраивайся. Да. Сегодня по всем поставленным задачам вы работали усердно. Надеюсь, вы все тепло попрощаетесь с Минхо. Вы работали на износ. Минхо, ты много страдал. Да. Просто твой период тренировки был короче, чем у остальных, поэтому можешь попробовать еще раз в дальнейшем. Нахрена ты забыл слова, чел? Я слишком волновался. Ты должен был сделать то, что делаешь на практике. Я старался на репетициях. Извини. Да зачем ты извиняешься? Ты не сделал ничего такого.
Но в конце шоу их снова вернули в группу. Знаете, все потому, что дядька Джупик просто мега крутой мужик. За это ему огромный респект и благодарность. Ведь я не представляю группу Stray Kids без Феликса и Минхо. Это невозможно. Сколько крутых партов на низком тембре голоса от Феликса мы могли бы пропустить. И сколько крутых поставленных хореографий от Минхо. Непростительно, но Stray Kids дебютировали как одна команда. В девятером. Банчан, Хан Джисон, Чанбин, Минхо, Ким Муджин, Феликс, Чонин, Сынмин и Хёнджин. 안녕하세요. 다 알고 있었지. Broken down and tired of living life on the merry-go-round. 눈 마주치고 그냥 왔네. 너무 행복했고 속편했고 그냥 진짜 기뻤어요. 선생님 감사합니다. 진짜 피디님도 너무 감사하고 와. 너무 좋았어요 그냥 그 순간. 되게 반가웠는데 약간 배신감 느꼈어요. 왜 먼저 얘기 안 해줬지? 왜 우리한테 얘기하지? 이렇게 해야 너희도 나도 좋은 결정을 내릴 수 있을 것 같고 마음에 미련도 안 남을 것 같아. 그래서 한 번 더 최선을 다해서 무대를 준비해봤으면 좋겠어. Ребята, всегда мечтайте, верьте в удачу, упорно трудитесь и идите к своей мечте, несмотря ни на что, ни на время, ни на потраченные силы. Ведь мечты имеют свойство сбываться. После шоу на выживание Stray Kids выпустили преддебютный микстейп, который состоял из 7 песен. Главной песней стала Elevator. Эта песня особенная, она была выпущена еще во времена шоу на выживание. Кстати, над всем микстейпом Sriracha работала самостоятельно. Вообще в микстейп также входили треки Grr, Spread My Wings, Я-Я-Я, Glow, School Life и 4419. Ну что, погнали слушать, какой микстейп у них вышел. 내 나이대로 살래 naturally 어린 날개로 날아 spread my wings 어른인 척할 때가 좋은 듯해 안 변할래 내 꿈속에서 너는 잔인한 것 같아 눈 뜨면 앞에 너는 사라질 것 같아 난 상관없어 내기들이 되고 볼래 이들야 뛰기에 다들 빡빡 한 명이 뛰다 자빠지더라 다행히 무릎이 작은 상처만 남아 춤추는데 지장 없어 있다 해도 차마 졸음이 쏟아지면 바지게 실눈 감아 잠을 잡아 연습은 오늘도 밤이 돼 같은 느낌이 더 지겨워 오늘도 난 내일은 좀 다를 거라 믿고 싶은 걸 이거 끝까지 가고 싶었던 마음은 확실해 서로 싸웠던 추억들 위로 날 도와줬던 친구는 자기의 꿈을 찾아 뼈를 빨리 Спустя 2 месяца после преддебюта Stray Kids наконец-то дебютировали с мини-альбомом I'm Not, в котором заглавным треком стал District 9. Для Кореи это была по-прежнему слишком агрессивная музыка, хотя в других странах она покорила всех своим накалом эмоций, экспрессией, музыкой и подачей. Слушаем District 9. Stray kids everywhere all around the world 점점 커져가는 그들의 발걸음 소리 남들이 우리를 볼 때 문제 아들의 무리 그런 시선들을 바꾼다는 건 쉽지 않은 문제풀이 풀리지 않는 노예와 편견들의 풀이 죽일 수는 없지 우리가 누구인가를 증명하는 게 우리들의 임무지 그들은 말해 너는 나랑 다르니까 여길 떠나줘 근데 다르다는 말은 틀린 게 아니란 것만은 알아줘 그 시기 받을 시기 우리 위친 작은 빛이 그게 비치는 디스트릭 아홉으로 시작해 끝은 아마 모두의 아직 싹 다 뒤집어 Дебютировала группа 25 марта в 2018 году, и в данный момент с их дебюта прошло уже больше 6 лет. Альбом был уникальным, вся музыка и лирика была написана самими ребятами, полностью от концепта до битов.
от слова до целых куплетов. После дебютного альбома дела у парней пошли в гору. Они давали концерты, снимали контент, свойственный для артистов, различные шоу, влоги, интервью и так далее. Stray Kids купались в лучах славы. Их дебютная песня побила рекорды по просмотрам за 24 часа. Ребята были счастливы, что они остались девятером, и особенно был рад Банчан, для которого это было событием номер один. Он ждал дебюта целых 8 лет. Вы можете представить эту цифру? 8 лет в трейне, и вот оно случилось. 8 лет это очень долго, ведь если перевернуть восьмерку, то будет знак бесконечности. Это настолько долго Банчан был в трейне, что и сам сомневался, что дебютирует. Но были ребята, которые были трейни и еще дольше, например, G-Soul. Он был стажером JYP Entertainment целых 15 лет. Или G-Dragon, который был стажером в SM Entertainment 11 лет. Абсолютные рекордсмены. В 2018 году они выпустили еще 2 мини-альбома. Заглавные треки стали My Peace и I Am Not. В конце года они получают даже премию на Мама. Это очень престижная премия, одна из ведущих премий Кореи. 앞으로의 겨울을 따뜻하게 해줄게요. 고마워요 항상. And last but not least, to Stays and K-pop fans all around the world, we promise to continue on making new music and inspire everyone all around us. Thank you very much. 자, 인사드릴까요? 하나, 둘, step out! 감사합니다. Stray Kids였습니다. Stray Kids это в первую очередь на момент 2018 года была очень громкой группой. В их треках преобладал дабстеп, EDM, электронная музыка, агрессивные рэп-парты. Такое в Корее не слушают, ведь Корея еще 10-15 лет назад слушала в большинстве своих случаев вокальные песни, акапельных исполнителей, спокойные баллады и так далее. И на родине у группы появились множество хейтеров, которые писали негативные отзывы. Говорили, что в Корее знаменитым им не стать с такой музыкой. Музыкальные чарты по-прежнему возглавляли другие группы, а ребята максимум могли претендовать на последние места. Сложно, все очень сложно. Менталитет людей, которые живут в Корее, отличается от Европы, Америки и так далее, поэтому нельзя просто так сломать систему, которая строилась годами. В Корее их называли провалом JYP. Знаете, от чего у меня идут мурашки по телу? Дело в том, что публика хотела от группы милых и стандартных мелодичных песен, но Stray Kids вываливают заглавку «Мирах». Вот они, зеркала души. Не такая уж она и милая, да? Stray Kids не сломались под гнетом хейтеров и не стали делать то, что всем понравится, а делала то, что им нравится в первую очередь, и продолжали гнуть свою линию. Это как минимум заслуживает уважения. Я это говорю не просто так, ведь в 2019 году именно этот трек Stray Kids получил премию Countdown World in Короче, вот эту премию. Это их первая большая победа. 수상소감 부탁드려요. 저희 박지현 PD님, 그리고 정욱 사장님, 그리고 표정록 부사장님, 조혜성 부사장님, 그리고 제 변삼원 부사장님, 지인 대표님, 그리고 저희 진철이 형, 정한이 형, 종구 형, 정말
그리고 저희 결백 식구분들 정말 감사드립니다. 저희 가족들, 그리고 저희 매니저 형 누나들, 그리고 저희 헤메 스타일리스트 스태프분들 정말 항상 저희한테 잘해주셔서 너무 감사드리고요. 물론 저희가 1위 후보로 올라가는 것만으로도 정말 너무 영광이라 생각하는데, 저희뿐만 아니라 여기 무대 위에 서 있는 모든 아티스트 분들과 함께 이 영광을 나누고 싶습니다. 저희가 데뷔한 지 1년 됐는데요, 저희 스테이 덕분에 저희 여기까지 올 수 있다고 생각합니다. 스테이 덕분에 저희가 힘을 얻고 저희 음악을 많은 분들께 들려드릴 수 있어서 그것만으로도 너무 행복한데, 이렇게 스테이가 이런 선물을 해줄 수 있어서 너무 감사드리는 말 꼭 하고 싶었습니다. 정말 앞으로도 K-POP 그리고 음악으로 저희 이야기를 많은 분들께 들려줄 수 있게 최선을 다하겠습니다. 정말 감사합니다. Stray Kids everywhere all around the world. You make Stray Kids stay. 감사합니다. В 2019 году они ездили в туре по Европе, Азии, Америке и выпустили их новый хит Side Effect, которая вышла довольно противоречивой песней. Продолжим. На самом деле музыка Stray Kids всегда была экспериментальной, с объединением жанров, в том числе порой несовместимых между собой. Короче говоря, слава шумных парней бежала впереди них самих. Многие утверждали, что от их песен болит голова. Кто-то говорил, что похоже на белый шум, но нельзя отрицать того момента, что ребята шли через терник к звездам, и несмотря ни на что. Поэтому, наверное, в песнях группы так много строчек, посвященной именно хейтерам. Зная всю историю, обязательно послушайте песни группы повторно и прочитайте лирику. Возможно, в некоторых моментах вы даже растрогаетесь. В конце 2019 года новый бенгер Double Knot, двойной узел, но узел, к сожалению, стал последним для одного из участников группы, а именно для Ким Уджина. Уджин ушел из группы за 2 недели до камбэка, и парням пришлось перезаписывать все уже ранее записанные треки, элементы хореографии и прочее. Это огромная нагрузка и стресс. Все были в шоке, как и парни, так и фанаты. Особенно фанаты, которые начали бойкотировать группу, отказывались стримить новые релизы, писали письма в агентство с угрозами и еще куча других неприятностей. You know, with the team or, you know, the people around you, you need to be responsible and really keep those promises, not break them. And so, you know, while it's okay to make mistakes, like, you know, everyone makes mistakes, so it's really fine. But just remember to think of, you know, the people around you, and think, you know, very carefully about your future and, you know, what you want to do, like your dreams and everything, because, you know, the actions and decisions that you make could become a really, like, it could become a very big turning point in your life. And so don't be that person, you know, who just thinks about himself and, you know, think about the people, and make sure to think about the people around you too, because, you know, if you don't, it's kind of like, you know, betrayal. Then go to communicate. Но в итоге все же выходит альбом, который был отложен, заглавкой Elevator, уже без главного вокалиста группы Ким Уджина. Также Stray Kids отправляется снова в мировой тур уже восьмером. Их жизнь как айдолов была то взлетами, то падениями. Хейтеры, музыкальные рамки страны, токсичные комментарии, откровенное предательство со стороны Уджина, от слов Банчана. Непростой путь от неудачников до лидеров 4-го поколения кей-попа. Все благодаря упорной работе, стремлению и не потере идентичности. Stray Kids по-прежнему находились в мировом туре и после его окончания пропали с поля зрения на какое-то время. Not just by myself, but with our Stray Kids team, and to see our stays here.
is really a big dream come true. В жизни каждого артиста или группы наступает переломный момент случайно. Главное записать свой первый шедевр, который достучится до сердец миллионов. 어서 오십시오 이 가게는 참 메뉴가 고르기도 쉽죠 시켜도 오감을 만족하지 같이 지나가던 나그네 비둘기까지 같이 가만 비둘기까지. Этот год стал для группы самым знаменательным в их карьере. Наконец-то вышла та песня, которая достучалась до всех. Она просто не оставила ни одного шанса для каждого любителя кей-попа. God's Menu. God's Menu была случайно придумана в гостевой общежитии, и эта случайно придуманная песня разлетелась как горячие пирожки по всему миру и принесла им мировую славу и, наконец-то, признание. Партия Феликса вирусилась повсюду: ТикТок, Инстаграм, шортсы, рилсы, везде. Клип стал первым в истории группы, который набрал 100 миллионов просмотров за 2 месяца. Это было совершенно новое звучание как и для Stray Kids, так и для всего мира. Завирусился в пандемию. Чё, норм? Это направление музыки назвали Mala Taste, а Stray Kids стали первооткрывателями, которые придумали что-то новое, свое, уникальное. Невероятный успех, о котором ребята даже не смогли вообразить. Ребята на этом не остановились, следующий направленный трек был Backdoor, который был также чем-то уникальным и особенным. I just wanna... Oh, hello. How are you? Oh, I'm fine, thank you. And you? Today, I think something crazy is gonna happen. No? I think it's ready. 신메뉴 고음질의 스키즈가 맛있는 음악을 시작합니다. Stray Kids покоряли весь мир своим уникальным музыкальным жанром. Они также были приглашены на шоу Kingdom, на котором соревнуются уже успешные группы, где было огромное количество бомбических номеров. Сделали кавер на B2B I'll Be Your Man, это лично один из моих фаворитов. Ребята выиграли Kingdom в прямом эфире 3 июня 2021 года. Они сражались с такими группами, как Etis, B2B, The Boys, SF9, Icon. Список внушительный, и все группы очень талантливые. Кстати, не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые фильмы по этим группам. Но давайте вернемся к термину Mala Taste. Mala Taste означает что-то горячее, пряное или горящее. Если вы посмотрите меню Бога, вы сможете почувствовать вкус огня, просто наблюдая за их выступлением. Это треки, в которых есть захватывающий бит со слоганами, полными оптимистичных боевых сообщений, которые бьют вас по лицу, очень похоже на то, когда вы первый раз получаете ложку чего-то горячего, острого. Естественно, что у Stray Kids еще куча разных особенностей, про которых я не рассказал. Своя вселенная, треки со сменой жанров, куча других наград. Ребята прошли очень длинный путь для такой молодой группы 4-го поколения. Но напоследок все же хочу рассказать про одну исключительную фишку в творчестве ребят. Для этого возьму один из последних треков парней, S-Class. В этом треке 14 смет жанров музыки. Как вам такое? 빛이 번져 덕비나 힙합 스택 금지 막힌 발짝 줄라게 특기 내 집처럼 뜨나들지 특집 작업실은 안 부러워 득실거려 독보적인 특징 들이받 어둠 떠줌 띄엄띄엄 보는 애들이 번쩍번쩍 빛나는 것들만 보면 달려버리시 너 빛나는 것 쪽이보다 빛나는 쪽이 되는 게 훨씬 폼잡기 편해 Shine like a diamond girl Swerving I'm speeding on super road Luxurious like I'm in S-Class Best of the best on first class I'm up above the world so high I'll be the shining day and night They wonder how my spotlight is so bright 겨울이 상승 별에 별난동 That's me Вам был показан всего лишь 30-секундный фрагмент трека, в котором уже сменилось 4 жанра музыки. Причем Stray Kids это делает чертовски хорошо. Я, конечно, мог еще сказать вам очень много информации про эту группу, но не будем затягивать это видео. Ведь самое главное, я вам рассказал, какой длинный путь им пришлось пройти, в чем их уникальность и индивидуальность. Надеюсь, через пару лет я сделаю вторую часть, ведь за пару лет столько всего еще может случиться с ребятами. Все это время с вами был Дмитрий Корейский, группа
Stray Kids. И не забывайте, ребят, подписываться на канал. А я пошел монтировать для вас другие ролики.